Одесса– это жемчужина у моря и самый красивый город на земле. Здесь ароматы акации смешаны с соленым бризом, а каждый дворик хранит истории сотен судеб. Одесса– это тенистые каштаны Приморского бульвара, кружевные чугунные балконы, знаменитая Потемкинская лестница, ведущая прямо к морю, к которому мы все приходим за покоем и вдохновением в любое время года. За всей этой красотой есть другая сторона. Это ежедневные бомбардировки нашего города, и это очень страшно. В этом видео вы увидите какую-то малую часть разрушенных зданий, разрушенного центра города, и это, конечно же, далеко не все. Я не родилась в Одессе, но я здесь выросла, и здесь прошли мои лучшие годы юности. Я училась здесь в академии, я инженер-технолог бродильных производств по специальности. Здесь, в этом городе, родились все мои дети. И самые такие теплые воспоминания из моей юности и молодости, они здесь, они в Одессе. У нас очень красивый город, очень много цветов, зелени и очень красивая архитектура. Мы сейчас на Приморском бульваре, и тут всегда свадьбы проходят. Я была в очень многих городах Европы, но все равно Одесса остается для меня самым родным городом, и мы тут живем всю жизнь. Маленький кусочек прошлого, раскопки на Приморском. Ну вон 500 там настоящие. Несмотря на военные действия, Одесса продолжает привлекать множество туристов из разных городов Украины. Все едут к нам, потому что хотят увидеть море. У нас есть большое количество пляжей на любой вкус. Как бы смешно это ни звучало, но мы, как настоящие одесситы, как и множество других одесситов, до сих пор еще нормально на пляже в этом сезоне не были. Хотим исправить это дело. В Украине есть очень много красивых городов. Для меня лично это Львов, Киев. Но даже эти большие города ни в какое сравнение не идут с Одессой, потому что красивее Одессы для нас города нет. Сейчас я хочу показать вам другие реалии. Одессу очень сильно обстреливают ежедневно. Бывает, летит до 10 ракет различных, Оникс, Искандеры. Летит в порт, летит в гражданскую инфраструктуру и очень часто попадает в дома. Вы этого не знаете, потому что я стараюсь на своем travel-канале об этом не говорить, потому что мой канал, он немножко о другом. Он позитивный, он о путешествиях. Но вот сегодня я решила снять именно такое видео, чтобы показать именно наши реалии. Есть очень много подписчиков, которые живут в других странах, которые имеют очень отдаленное представление об Украине. Они знают, что у нас война, но они не знают, насколько это страшно, как здесь жить и что здесь происходит. Находятся даже отдельно особо одаренные, в кавычках, такие люди, которые могут написать в комментарии: ой, да у вас там нет войны, у вас вообще все в порядке, я видел там какое-то видео в интернете, у вас все спокойно. Но на самом деле это далеко не так. Самое страшное в Одессе сейчас это ночь. Днем тоже страшно, но не настолько, как ночью. Ночью летит на город хаотично все подряд. Бывает до 40 шахедов за ночь, 40 дронов. Бывают ударные дроны, реактивы, бывают на ручном управлении, бывают различные типы ракет. Ну и это, конечно, кошмар. Мы живем в центре, и центр города подвергается ежедневным, страшным, массированным атакам. Для каждого украинца есть какая-то вражеская атака, которая была самая страшная. Для меня это был январь этого года. Была глубокая ночь, мы сидели в коридоре на полу, и реактивные дроны, их было 5 или 6, били по центру Одессы. И это было все вокруг нашего дома, буквально совсем близко. И каждый раз казалось, что эта тварь выберет нашу крышу. Прилетел сейчас шахед в соседний дом, туда во двор. И у нас, по-моему, раму эту оконную покорежило, не закрывается, так холодно. Это 5 прилетов было. Алиса, уходите. Здесь что кто-то вызвал уже пожарку. О, Господи, 3 часа ночи. Огонь разгорался очень быстро. Я, соседи, мы всю ночь звонили в пожарную. Пожарная приехала быстро, но проблемы старого центра Одессы — это то, что арки, дома с арками, и пожарка не может проехать в эту арку. Пожарный гидрант не дотягивается, и все боялись, что огонь начнет перекидываться на наши квартиры. Господи Боже, у нас тут все горит вообще. Кошмар. Надеюсь, что на нашу крышу оно хоть не перейдет.
Перелет реактивного дрона был в 3 часа ночи. Пожарные тушили это все до 7 утра, и уже рассвело, и до сих пор все это тлело, воняло гарью. У меня болело сердце, я реально наглоталась таблеток, меня просто трусило еще до следующего обеда. И вот как выглядит город сейчас, в это раннее утро, зимнее. Одесситы вышли на улицы и помогают разбирать завалы, разрушения. Больно на это все смотреть, очень больно. Дышать нечем, болят легкие, потому что можно задохнуться от этой гари. Бьют по жилым домам, по гражданской инфраструктуре. Вот это техникум, учебное заведение. Один из прилетов этой ночью был в этот жилой дом, снесло несколько квартир. И здесь погибли люди. Вот сейчас разбирают завалы. Это так страшно, что это нельзя передать ни в каком видео, пока ты сам это все не проживешь. Вот еще один прилет дрона в 9-этажку. Вот так квартира выглядит изнутри. Все выгорело. Слава богу, эти люди живы. Они спустились в убежище в ту ночь. Это был научный музей детский. Вот что от него осталось. Здание офисное, которое не подлежит восстановлению. А это колледж. Это тоже был колледж. А еще бывает, дрон или ракета прилетает в подъезд, и через секунду целого подъезда нет, потому что он сложился как карточный домик. Один из домов в этом видео – это дом моих родителей. Шахеды летят прямо над головой, а ты прыгаешь тут. Ух, кто там летит? Шахед. Все, улетел где-то. Пошли. Алиса переживает очень сильно это все. Кошмар, Господи. Зайди домой. А вот здесь только что упала ракета типа Оникс. Видите, дым поднимается после прилета. Я сижу на веранде и пью каву. И смотрю на это все. Пора собираться на тренировку с Алисой. Мы только зашли в зал, и уже воздушная тревога. Ракеты. Пустили ракеты. Я хочу сказать, что это первое лето, которое мы в Одессе, и мы до сих пор еще не были на наших пляжах. Это нонсенс для нас, потому что обычно мы всегда купаемся, загораем и ездим на пляже, начиная с мая, даже, наверное, с конца апреля. Но сейчас из-за этих обстрелов я не хочу подвергать детей таким рискам. Мы не были на пляже, хотя сейчас уже практически конец июля. Вот, хотя на море, конечно, очень хочется. Мы были на море в другой стране, в Греции, вы эти видео тоже увидите. Но немножко позже, как я уже говорила, когда этот канал начнет полноценно работать и будет доход. И несмотря на то, что мы живем в Одессе, в такие места, как оперный театр, горсад, куда в основном ходят туристы, мы приходим очень редко, я не знаю, там раз в полгода. И сейчас мы решили сюда прийти показать нам эти места и освежить нашу память о них, потому что на самом деле мы когда забываем, что мы живем в таком красивом месте и редко выходим. Вот на море мы еще в этом году вообще не ходили, в этом сезоне. Да, у нас на многих пляжах сейчас поставили мобильные укрытия.
бомбоубежища такие мобильные. Но вы же понимаете, что при прямом попадании это не защитит, но от осколков, да, оно бережет. И лежать и постоянно смотреть, как над тобой, над головой сбивают дроны, они зачастую падают в море. Пару раз они падали на пляже и погибли люди. Но это на самом деле очень страшно и не хочется подвергать себя такому риску. Но на море, конечно, хочется. И постараемся на следующей неделе туда попасть, но поедем на какой-то относительно безопасный пляж, снимем домики и домики с каким-то подвалом, с каким-то убежищем, чтобы туда уходить. Очень много экскурсионных автобусов ездит по центру города. Это здание нашего красивейшего пассажа. Это самая узкая улочка в Одессе. А еще в нашем городе есть множество очень вкусных кафешек и ресторанов. В Одессе есть разные рестораны грузинской кухни, но это наш самый любимый, так и называется хинкальный просто. И он находится на Дерибасовской, но есть также другие локации. И чаще всего мы заходим в ту, которая в парке Горького находится. Мы давно здесь не были, если честно. Все, всем приятного аппетита. Горячие. Алиса, почему ты так ешь? Я не знаю, мне хвостик нравится. Для меня в Одессе здесь вот самые вкусные хинкали, именно в этом месте. Аккуратно. Она любит перемешивать, ей это больше всего нравится. Наверное, больше, чем есть. Аккуратно, Алиса. Мне кажется, Алиса это немного не так делает. Ну ладно, как может, скажи. В Одессе огромное количество красивых, уютных двориков в старом центре. И каждый дворик – это своя история. У нас есть очень много вот таких уютных, скрытых ресторанчиков, о которых не знают туристы. В этот дом в центре ночью прилетел дрон. Здесь снесло несколько квартир, и сейчас его уже реставрируют и будут пытаться это здание восстановить. Таких домов по всей Одессе разрушенных очень-очень много. Ну что, мы в Отраде, сейчас покажу вам, что делается на пляжах. Народ у нас бесстрашный просто. Ладно сами, так еще детей же с собой все ведут на эти пляжи. У нас все ракеты, все дроны залетают на город со стороны моря. И, естественно, сбивают над морем, часто падает в море, часто падает на пляже. Уже было много случаев, и раненые были, и погибшие. И все равно это никого не останавливает. Так что никакие обстрелы и бомбежки гостей города не останавливают. И этим летом у нас также много туристов, как и всегда. Ну, конечно, я слукавлю, если скажу, что мы не ходим на центральные пляжи Одессы только из-за обстрелов. Но это основная причина. Но есть еще вторая. В разгар сезона, июль-август, ну, для меня это вообще не отдых. И здесь нет местных. Вот я вас уверяю, на этом пляже сейчас не увидите вы местных. Здесь одни приезжие. А мы, если и ездили всегда, то это другие пляжи, более спокойные. Они за городом немножко в удалении. И те пляжи, о которых не знают туристы. Ланжероны и Отрада считаются как бы центральными пляжами Одессы, на которые все едут отдыхать. Но мама говорит, что она больше любит за городом, но мне нравится в Аркадии. Такие пляжи, как Санторини, Калитон, ну, не здесь. Сюда, в эти места мы приходим глубокой поздней осенью, когда вообще здесь нет людей, нет туристов, когда холодно и падают листья. Тогда здесь действительно классно. Еще зимой, кстати, потому что зимой некоторые кафешки все-таки открыты. Знаю, что в комментариях под этим видео будет много слов поддержки от хороших людей. Спасибо вам всем. Скажу сразу, что всех неадекватов, шизоидов и всякую нечисть в комментариях я буду просто блокировать. Никто с вами никаких диалогов вести не будет. Поэтому не старайтесь, не пишите.